Ну и последнее, дед Хасан. Слушайте, все каналы показывают. Что умер великий космонавт, великий писатель. Толстой меньше показывает. Это ж чудовищно. Все каналы. И тюрьму, и зал прощания, и кладбище, и всех родственников, и всю историю. Он вообще лицо России. Это ж страшно вообще. Вот комитет оппозиционной политики должен этим заняться. Это о чем думают дети? Вот герой, давайте с него брать пример. Вместо Павлика Морозова появятся внуки деда Хасана. И будут гордиться тем, что дедушка творил такое беззаконие на территории России. Сегодня в центре Москвы совершено покушение на одного из самых влиятельных представителей криминального мира, вора в законе Аслана Усаяна, известного как дед Хасан. Выстрелы прозвучали в тот момент, когда Усаян выходил из ресторана. Раненого авторитета отправили в Боткинскую больницу с тяжелым ранением, где он скончался. Известный в России криминальный авторитет Аслан Усаян, которого в узких кругах назвали дед Хасан, начал свою преступную биографию еще до наступления перестройки и развала СССР. Имя мужчины знают даже те, кто не имеет отношения к криминальному миру, поскольку он не один десяток лет держал мирных жителей в страхе. Переводы в судимостном лице были? Судимость неоднократно. Неоднократно? Неоднократно. Ну, последнее, какие статьи? Да Бог его знает, я уже забыл там, какие статьи. Вором являетесь это? Да. 50 лет стажа ему, я же не могу быть рабочий депо. Аслан родился зимой 1937 года в Тбилиси, по национальности езид, рос в большой семье. Многие его родственники также имели отношение к преступному миру. Усаян уже в молодости начал нарушать закон, как вор-карманник, и в 19 лет впервые оказался в тюрьме за сопротивление сотрудникам милиции. Тогда он получил 1,5 года лишения свободы, но так и не отбыл срок, так как Верховный суд, пересмотрев дело, отправил его домой. Он полиглот, кстати, так сказать. Он на нескольких языках вполне себе сносно говорит. Он не урка, вот в нашем представлении, да. Значит, вот человек, который вот не знает, кто перед ним, там, столкнувшись, он может подумать, что это какой-то, я не знаю, ереванский профессор. Несмотря на бурную криминальную деятельность, личная жизнь Усаяна сложилась успешно. Долгое время он сожительствовал с женщиной по имени Дульшия Авдоева, которая подарила ему сына Надира и дочь Нуну. Правда, последние годы его нередко замечали в компании другой женщины, Даманы. Ходили слухи, что Аслан был лично знаком с Владимиром Путиным. Это произошло после того, как в сети появилось фото президента в кругу мужчин, и один из них имел внешнее сходство с Усаяном. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в официальном заявлении гражданам опроверг эту информацию. С момента первого преступления, совершенного Асланом, прошло не так много времени, как его имя вновь появилось в криминальных сводках. Во второй раз на скамье подсудимых он оказался в 23 года за грабеж и получил 5 лет, но освободился раньше, условно-досрочно. После возвращения снова примкнул к преступной группировке, с которой промышлял кражами и валютными операциями, а вскоре был коронован, получил статус вора в законе. Сколотив собственную группировку, люди клана деда Хасана собирали дань с руководителей швейных цехов, ресторанов, рынков, а также со спекулянтов. Чтобы преступления оставались безнаказанными, Усаян налаживал коррупционные связи с сотрудниками милиции и чиновниками. Самый продолжительный срок в 15 лет Усаян получил в 1984 году. Проведенный в неволе период преступник тоже использовал с пользой для себя. Он наладил отношения с администрацией и поставку спиртного, сигарет, чая и продуктов питания. Взамен Аслан обещал поддерживать порядок в том лагере, где пребывал сам, а также еще в 7 колониях. Решать вопросы деду Хасану помогали деньги. Авторитетные уголовники на зонах должны были подавлять политических заключенных. Воры в законе, они в советский период играли роль рекрутирования новых участников, скажем так, криминального мира, воспитательную роль и роль генералов преступного мира. Одновременно Усаян держал связь с внешним миром. Ряды его клана пополняли новые молодежные банды, занимавшиеся выбиванием денег у торговцев наркотиками, цеховиков и держателей кооперативов. К 1991 году Аслан оказался на свободе. Как и в прошлые разы, этому способствовали взятки и высокопоставленные покровители криминального авторитета. После освобождения большую часть времени он проводил в Москве и на Северном Кавказе. Хасан вышел на свободу, обладая широкими связями в
в криминальном мире и начал строить свое царство. Со временем кланы и представители деда Хасана охватывали все большую территорию. У него были свои люди в Москве, Киеве и на Урале, где периодически завязывались ожесточенные войны. Когда Советский Союз распался и появилось много различных банд, стали регулярно проводиться операции по устранению группировок. Некоторое время Усаян оставался в тени. При этом он продолжал поддерживать отношения с сотрудниками ФСБ и МВД, помогающим ему за вознаграждение достать компромат на его врагов, в случае необходимости посадить кого-то из неугодных ему людей в тюрьму, а также покрывали преступников в разных махинациях. При этом войны между криминальными группировками ни на секунду не прекращались. В те годы было убито много сторонников Аслана, в том числе и носящие статусы воров в законе. В 2009 году в списке убитых в таких разборках вошел и давний друг и компаньон деда Хасана Вячеслав Иваньков по кличке Япончик. А спустя год Усаян и сам пережил покушение. Правда, остался в живых и с тех пор перемещался только на бронированном автомобиле. Он впервые так близко почувствовал смерть, поэтому на некоторое время снял с себя обязанности, переложив их на плечи ближайших сторонников. Южные регионы России дед Хасан отвоевал себе в кровопролитных войнах 90-х. Но и сам чуть не погиб на передовой. В 98-м Усаян чудом избежал смерти во время покушения в Сочи. Вышел в туалет, а через минуту в зале ресторана раздались выстрелы. Все, кто сидел за его столом, погибли. Это случилось в самый разгар войны между дедом Хасаном и ворами в законе братьями Агановыми. Здесь около 2 часов дня, потому что в начале 3-го Аслана Усаяна уже доставили в Боткинскую больницу, причем привезли его туда его же охранники на его автомобиле. Он был еще жив, но скончался, когда его начали осматривать врачи. Несмотря на большую осторожность, покушение на Усаяна в 2013 году закончилось его убийством. Ну, он долгую жизнь прожил, да, так сказать, и он такой недобрый дедушка, который там всем всегда по прянику, да, потому что я еще раз говорю, что если у него основная функция – это судья, то кто-то бывает недоволен. Это произошло в ресторане. К преступлению был привлечен киллер, который произвел выстрел в голову Аслана, то и послужило причиной его смерти. Похороны прошли на Хованском кладбище. Могила криминального авторитета украшена памятником во весь рост – 168 сантиметров. Среди версий, кто заказал деда Хасана, есть еще одна, самая интригующая и запутанная. Абсолютное большинство заказных убийств это называется свои, валят свои и за деньги, вот, а потом говорят, что это вот внешняя угроза такая прилетела, борьба за передел сферы влияния. Противостояние Тарела Аниани и Аслана Усаяна было выгодно третьей стороне. Это группа раскоронованных воров. Те, кого лишили титула за утаивание доходов и сотрудничество с милицией. В Москве убит вор в законе Руфат Насибов, который входил в клан уголовного авторитета Равшана Джаниева. Именно его считают заказчиком убийства Аслана Усаяна, известного под кличкой Дед Хасан. Совершено покушение на Равшана Джаниева, предполагаемого заказчика убийства криминального авторитета Аслана Усаяна, больше известного как Дед Хасан. Вы не являетесь вором закона? Да, я был. Вор закона. Уголовная кличка есть, погоди. Равшан Ленкоранский, азербайджанский вор, сын погибшего милиционера. Первый срок получил в 17 лет, но судья застрелил из пистолета убийцу своего отца. С 2006 года контролирует бизнес азербайджанцев в Москве. Цинга кружила там, смертельный хоровод, из блоки жизнь стекла, кровавой лужи. У всех вступивших в полосу невзгод. Я горжусь своей жизнью, прожитой жизнью, вне зависимости от того, что она у меня была очень трудная и непростая. Я нигде не дрогнул, я везде шел прямо, я нигде не сделал шага в сторону, налево и тем более назад. Я никогда никого не боялся. Я всегда иду прямо в жизни. Нет на земле ни одного человека, которому я не мог бы смотреть прямо в глаза. Я всем смотрю прямо в глаза. Вячеслав Иваньков – один из самых влиятельных криминальных авторитетов СССР в 70-е годы 20 века, коронованный вор в законе, лидер нескольких организованных преступных групп как в России, так и в Америке. Япончика назвали в честь того Япончика, одесского, Миши Япончика, который боролся всю жизнь с коммунизмом.
Биография Вячеслава Кирилловича Иванькова, известного всем под кличкой Япончик, началась 2 января 1940 года. Мальчик появился на свет в неблагополучной семье и с детства отличался слабым здоровьем, поскольку отец маленького Славы имел алкогольную зависимость, достатка в семье не было. В подростковом возрасте школьник по собственной инициативе занялся боксом и вольной борьбой, что позволило получить неплохую физическую подготовку. Парень закончил 8-летку и, обладая хорошими данными, поступил в цирковое спецучилище. Он хотел стать воздушным гимнастом. Несомненно, у талантливого молодого человека могла получиться неплохая карьера циркового артиста, но все его планы перечеркнуло падение с трапеции, результатом которого оказалась закрытая черепно-мозговая травма. От медицинской помощи парень отказался, но повреждение было достаточно серьезным, поскольку во время последующих тренировок он падал в обморок. Училище пришлось оставить, как и планы на карьеру артиста. Впервые в сферу внимания правоохранительных органов Вячеслав попал в 15 лет. Его словили на карманной краже. В участке подросток яростно сопротивлялся, поэтому его направили на судебно-психиатрическую экспертизу. В Кащенко ему поставили диагноз шизофрения. Пребывая в больнице, парень заинтересовался книгами и судебным производством. Через год Иваньков еще раз проходит комиссию в Кащенко, и медики подтверждают заключение, в результате чего Вячеслав отправляется на принудительное лечение. Парень сбежал из больницы и вернулся домой, устроился на работу слесарем, позже стал бригадиром приемщиков и даже стал посещать вечернюю школу. Обучение молодой человек закончил экстерном, сдав экзамены за 9 и 10 классы. Завершая среднее образование, он скрывался от работников милиции. В конце 1966 года его снова задержали и вернули в лечебное заведение, в котором он находился до марта следующего года с диагнозом шизофреноподобный психоз вследствие травмы головы. К тому времени Иваньков имел разряд по боксу, судимость за квартирную кражу и справку из больницы имени Кащенко о том, что он болен шизофренией. При коммунистическом режиме я находился и в психиатрических заведениях, то есть это крытые тюрьмы, это спецбольницы. То есть я прошел все виды карательной медицины. Вот. Я был в гулаговских застенках, по-другому их не назовем. Вячеслава выписали с заключением о том, что он вышел из психотического состояния. В 1972 году Иваньков чуть не получил первый срок за участие в организованной преступной группе, которую возглавлял вор в законе монгол. Был суд над бандой монгола. В нее входило 27 человек. Это то, что я был начальником конвоя, я их конвоировал. Вячеслав Иваньков, он же Япончик, он же ассирийский зять, он же Иванец, он же дед. Свою преступную деятельность начал в конце 60-х годов как один из бойцов легендарной банды воров в законе Геннадия Корькова по кличке Монгол. Группа была достаточно серьезная. Там был работник милиции, завербован ими. Значит, они занимались разбоями в отношении лиц, скопивших непосильным трудом свое состояние. Молодому человеку удалось уйти от правосудия, хотя соратники по банде получили до 13 лет тюрьмы. После разгрома преступной группы Япончик организовал собственную группировку, которая в милицейской форме проводила обыск у людей, имевших теневые доходы. Сначала это было просто рэкет. Находили богатенького человека, его грабили, ставили на счетчик, ставили на деньги, потому что он преступник, он не пойдет заявлять. Он не пойдет заявлять. То же самое было, когда, помните, преступление возле березок. Возле березок обмен чеков. Чеки, допустим, на рубли, валюту на рубли. Оперативники МВД рассказывали, что именно Иваньков предлагал искать потенциальных жертв из числа подпольных миллионеров, работников торговли, собирателей антиквариата и богатых цеховиков. Особенно несговорчивых бандиты вывозили за город, где заживо клали в гроб, закрывали крышку и начинали заколачивать гвозди. Все это происходило возле заброшенных кладбищ. Жутковатая театральная постановка заставляла любого развязать свой язык и кошелек. Но, как правило, такие потерпевшие после налета или грабежа в милицию не обращались. Преступники изымали деньги, ценности, информацию о которых жестоко выбивали из людей. География интересов ОПГ расширилась и вскоре захватила СССР. Эпизоды с их участием происходили в Риге, Казани, Свердловске. Бандиты убивали своих жертв, среди которых были спекулянты, цеховики и прочие представители нелегального бизнеса. Преступления лидера ОПГ оставались за кадром. Официально мужчина вел обычную жизнь, работал в фотолаборатории, а после и тренером в детской спортивной школе. В 1970
1974 году Иваньков бессрочно оформил вторую группу инвалидности, которую получил по психическому заболеванию. В этом же году бандита задержали в столичном ресторане «Русь», где произошла драка со смертельным исходом. Именно здесь произошло событие, изменившее всю дальнейшую жизнь япончика. В марте 1974 года Иваньков с друзьями ужинал в ресторане. За соседним столиком сидел грузинский вор в законе Гога Тбилисский. Неожиданно он встал, подошел к девушке, которая танцевала с Иваньковым, и словно шпильку воткнул ей в прическу 100-рублевую купюру. Началась драка, затем стрельба. У япончика оружия не было, и доподлинно известно, что сам он в Гогу Тбилисского не стрелял. Экспертиза не выявила у преступника психического заболевания, так что симулянта осудили по всей строгости закона и по статье 196, часть 3 УК СССР и приговорили к 7,5 месяцам заключения. Во время следствия, находясь в Бутырской тюрьме, япончик получает свою знаменитую кличку «Исан вора в законе». Вообще это движение «Вора в законе», оно было инициировано органами НКВД для того, чтобы держать в повиновении массы политических заключенных в зонах. Это было выгодно, это было удобно. Уголовникам отводилась роль как бы внутреннего контроля, внутреннего надзора, и методы, которые они применяли, они были достаточно жестокими. Это беспредел, это запугивание, это террор. После выхода на свободу Иваньков официально работал товароведом в овощном магазине, но на самом деле продолжил заниматься криминалом и в 1980-м создал еще одну организованную преступную группу, которая также практиковала вымогательство и рэкет. 1992 год ознаменовался эмиграцией. Мужчина выехал в Германию. В марте 92-го он оказался в Германии, а еще через 2 недели в Америке. В Шереметьево-2, как память о нем, осталась таможенная декларация. Иваньков при выезде из страны имел при себе $130, золотое кольцо и крест. Каким образом человеку с непогашенной судимостью и поддельным паспортом удалось пересечь 3 границы, до сих пор загадка. После чего отправился в США и обосновался в Нью-Йорке, где организовал очередную ОПГ из 250 бывших спортсменов и сотрудников КГБ. В это время СМИ стали называть его главой русской мафии в Нью-Йорке. В 1994 году за япончиком ФБР установило круглосуточное наблюдение. В проекте задействовали 18 агентов. Основанием стало обвинение в вымогательстве $2,7 миллиона у владельца Summit International. Собранные доказательства позволили подтвердить обоснование обвинения в суде. И в 1997 году Иванькова осудили на 9 лет и 7 месяцев тюрьмы. Американцы обвинили Иванькова в том, что он угрожал расправиться с бизнесменами Волковым и Волошиным, если те не вернут $3,5 миллиона печально известного банка Чар. Александр Добровинский утверждает, никаких угроз не было, они даже не требовались. Одного имени Иванькова было достаточно для того, чтобы Волков и Волошин упали ниц, и у них затряслись поджилки, и начал безумно, от страха сужаться анус. Многие утверждали, что Вячеслав Иваньков таким образом хотел вернуть деньги обманутых вкладчиков Чары, простых людей и пенсионеров. Однако это далеко не так. По оперативным данным, половина суммы должна была пойти в карман одного из российских коммерсантов, а половину собирался забрать себе сам япончик. Иванькова осуждают почти на 10 лет. 5 миллионов-то в общей сложности ушло. Сначала бандит отбывал наказание в тюрьме Алленвуд, а в 1999 был переведен в крыло для опасных преступников из-за найденного в камере героина. В 2004 году вора в законе депортировали в Россию и предъявили обвинение в убийстве бизнесменов из Турции, но дело развалилось. Криминальный авторитет отправился за границу, где выступал третейским судьей в конфликтных ситуациях между местными группировками. Япончик предпочел перебраться в США, но его высказывания об этой стране не самые положительные. Первой женой япончика стала Лидия Айвазова. Она являлась потомком князей из Ассирии. Из-за жены Вячеслав получил свою первую кличку – Ассирийский зять. Они поженились в 1960 году, а в 1971 оформили развод. У пары родились 2 детей – Геннадий и Эдуард, которые поддерживали отношения с обоими родителями после их развода. Оба сына уехали за границу и официально не связаны с криминалом, но по оперативным данным ФБР занимались отмыванием денег преступной группировки
командировки отца. Геннадий эмигрировал в США, тогда как выбор Эдуарда пал на Австрию. У япончика был и приемный сын. Это ребенок одной из его боевых подруг. Не являясь биологическим отцом мальчика, Вячеслав принял серьезное участие в жизни Виктора, который боготворил отчима. Кстати, он сам короновал пасынка в 22 года. Виктор Никифоров, Витя Калина, стал вором в законе, одним из самых молодых в криминальном мире. В 18 лет Витя Калина получил 5 лет строгача. Воровская карьера молодого человека была яркой, но недолгой. Неподалеку от дома на него было совершено покушение. Ранение в голову оказалось смертельным. Его жизнь оборвалась в возрасте 28 лет. В начале 90-х япончик оформляет фиктивный брак для легализации в США. По бумагам его женой стала Ирина Ола, уроженка Киева, 1974 года рождения. В свое время она была аккомпаниатором известного эмигранта-артиста Вилли Токарева. Боевой подругой вора в законе в Америке стала Фаина Комиссар, которая в девичестве носила фамилию Рослина. Эта русскоязычная эмигрантка так и не стала официальной супругой Вячеслава, но они были вместе до его смерти. Кстати, после кончины Иванькова появилось несколько претенденток на звание вдовы япончика. Помимо Комиссар, на место в личной жизни авторитета претендует Ника, или как она себя называет, Николь Кузнецова. Она является матерью самого младшего ребенка Иванькова, Георгия. Впрочем, данная информация стала известна из интервью самой Николь, которая строит карьеру белого мага. Иваньков погиб в 2009 году в результате покушения, произошедшего у московского ресторана «Тайский слон». 28 июля два снайпера обстреляли вора в законе. Стрельба велась через отверстие в тентованном кузове «Газели». Исполнителей убийства так и не нашли. Охрана затащила раненого Вячеслава в ресторан, после чего отправила в больницу. Ранение оказалось тяжелым. Жизнь бандита оборвалась 9 октября. Причиной смерти стал перитонит. Это запись, сделанная камерой наружного наблюдения у входа в московский ресторан «Тайский слон». Вот что происходило в первые секунды после выстрела. И вот он посерединке, вот второй сопровождающий, все, вот он упал. А это картинка из холла ресторана. Охранники заносят Иванькова внутрь, пострадавший в сознании. Его кладут на диван, пытаются оказать помощь. Скорая уже на подъезде. Медики кладут Иванькова на носилки и увозят. Убийца стрелял из угнанной накануне «Газели», припаркованной на другой стороне улицы. В тенте было проделано небольшое отверстие, через которое просматривался выход из ресторана. Внутри фургона оборудована позиция для ведения стрельбы. Позже сыщики найдут в кузове машины оставленную киллером снайперскую винтовку «Драгунов». Пуля попала 69-летнему авторитету в живот и разорвала кишечник в 5 местах. В больнице была проведена 4-часовая операция. Потом его состояние ухудшилось, начался перитонит, отказали почки и печень. Иваньков перенес клиническую смерть, после чего ему поставили кардиостимулятор и ввели в состояние искусственной комы. Но оказалось, что помочь ему невозможно. Церемония прощания с авторитетом прошла 13 октября в храме Воскресения Славущего. Япончика похоронили на Ваганьковском кладбище. Событие освещалось в СМИ, хотя родственники желали ограничить присутствие репортеров на похоронах. С вором в законе на кладбище пришли проститься 500 человек из криминального мира. Памятник на могиле установили летом 2011 года. Фото на надгробии нет, поскольку бандита изваяли в полный рост. Вячеслав сидит на фоне 3-метровой стены с крестом и решетки. Навещающие могилу авторитеты укладывают под ногу скульптуры фальшивую 500-ную купюру, а в рюмку в руке наливают водку. Как ни странно, но фамилия Иванькова на памятнике написана без мягкого знака.